Всем привет, с вами снова Ресим. Добро пожаловать на канал о симуляторах. Сегодня мы посмотрим демо-версию симулятора аквариумиста Акварист. Посмотрим, что предложит нам игра, как будет реализовано такое хобби, как аквариумистика, какие рыбки, декорации, механики и так далее будут в игре. Итак, начнем. Так, это похоже на наша комната. Кто это? Привет, сынок! На твой 14-й день рождения у меня есть особенный подарок для тебя. Ты же знаешь, что я без ума от рыбок. Пришло время и тебе завести твой первый аквариум. С днем рождения! Чуть не забыл, теперь у тебя есть карманные деньги, так что их хватит на обустройство аквариума. Трать их с умом. Постараюсь, конечно, тратить с умом, так уж как получится. Так, вот он, наш первый аквариум. Уже наполнен водой. Хотя реально такой с водой фиг поднимешь. Очень будет тяжело. Так, можно осмотреться, походить. Так, подойди к аквариуму. Так, очень важно правильно подбирать тип рыб, растений и декораций в соответствии с типом воды. Иначе все умрут. Вот, звездочка с растением плохо, звездочка хорошо. Понятно. Так, вот тип воды у меня сейчас вот это зеленое растение. Температура 18 градусов, объем 50 литров. Это мой первый аквариум, подаренный отцом на день рождения. Он небольшой, но достаточный, чтобы обучиться хобби аквариумиста. Итак, что нам требуется? Нажмите так. Магазин. Купите совок и грунт. Вот он, грунт. Возьмем черный. Так, купили грунт. Теперь требуется совок. Вот он. Все. Так, теперь их надо взять в руки. Совок валяется. Мешок не просыпающийся. Так, что теперь? Заполнить, значит, с помощью совка аквариум. Ну, в реальности делается все наоборот. Сначала сыпется грунт, а потом заливается вода. Ну, это уже усмотрение разработчиков. Так, еще совок, наверное, один или два. И, да, еще один. И все. Можно отложить это в сторону. Так, закончили с грунтом. Откладываем это все в сторону. Положим это обратно на комод, чтобы нам не мешалось под ногами. Так, следующий шаг. Купите 4 декорации в аквариум. У вас будет несколько вариантов выбора. Да? А тут декорации закрыты. Здесь еще варианты аквариумов, рыбки. Так, вот растения. Эхинодорус. Я, конечно, не спец в растениях для аквариумов. Здесь есть описание даже к нему. Можно менять размер. И, соответственно, цена будет больше. Людвигия. Какая-то. Так. А это гигрофила полисперма. Название, конечно, да. Фиг выговоришь. Так, ладно, накупили растений. Теперь их надо как-то посадить в грунт. Так, вопросы, где растения сами? Вот они на полке. Все, что мы покупаем, все попадает на комод. Так, видимо, я с размером немного переборщил. У меня теперь растение строго по центру только помещаться будет. Ну да ладно. Хорошо, хоть вообще влезает. Так, теперь возьмем поменьше который. Дизайнер, конечно, из меня такой себе. Так как я аквариумизмом на профессиональном уровне, вернее, выше любительского не занимался. У меня растений в аквариумах моих вообще практически нету. Потому что мои жители аквариумные их постоянно съедают.
Так, и воткнем ветку сюда. Нет, вот сюда. Так, что с ней еще можно сделать? Ага, поворачивать еще можно. Ну, в принципе, для тех, кто любит что-то декорировать, здесь есть где развернуться в плане декораций. Так, мешок как-нибудь убрать. Так, вот это растение. Ну, будет вот так. Вроде бы смотрится неплохо. Так, что нужно дальше? Купить фильтр. Фильтр. Где у нас раздел? А, вот он. Фильтр. У меня прям точно такой же первый фильтр был. Так. Теперь его надо взять с полки. Вон он, на мешке. Так, и установить в аквариум. Так. Ну, вот к этой стенке его приклеим. Прицепим точнее. Все. Так, нажмите на него и чтобы открыть меню. Ага. Теперь его нужно включить, чтобы рыбкам подавался кислород. Все. Вот, прям точно так же и шумит у меня дома. Булькает вода. Словно возле речки живешь. Так, следующий шаг. Нужен нагреватель для воды, чтобы поддерживать температуру в аквариуме. Да. Все, купили. Стеклянный. Так, тоже повесим его вот на эту стенку. Так, вот, немного, конечно, очень приспособиться надо еще к тому, чтобы установить в то место, в которое ты хочешь. Вот, ну, пусть вот здесь будет стоять. Так, теперь его тоже надо включить. Ага. И установить температуру. Я поставлю пока 18 градусов. Так, средненько. Потом надо будет, конечно, увеличить. Просто я не знаю насколько. Так, следующее термометр, чтобы замерять температуру воды. Так, берем термометр купленный и поставим его вот сюда. Хотя нет, надо его не рядом с нагревателем, иначе он будет показывать неправильную, наверное, температуру. Хотя в игре, конечно, может это и не настолько реалистично все связано. Но поставим так, как лучше. Все. Так, а лучше, может, на заднюю стенку поставить, чтобы мы же смотрим вперед, чтобы мы видели показания. Так, вот сюда его повесим. Так, теперь можно купить рыбок для заселения в аквариум. 2 золотые рыбки. Так, открываем. Так, список рыбок. Что-то я не вижу золотой рыбки. А, надо переключить вкладку вот. Все. Вот она, золотая рыбка. Тоже с полным описанием, что это за рыбка. Можно купить побольше, поменьше. Но мы купим. Так, средние. 2 штуки. Ага, вот они в пакетах. Уже есть. И запускаем в аквариум. Конечно, реально в аквариум рыбок так не закидывают сразу, по-хорошему. Сначала проводят подготовку. Так, что у нас дальше? Каждая рыба имеет свои собственные параметры. Нажмите правой кнопкой мыши на рыбу, чтобы ее проверить. Осталось только навести курсор на саму рыбу, что, в общем-то, не так просто. Все, попал. Состояние рыбы показывает ее параметры. Если рыбка соответствует каждому из них, она вырастет и даст потомство. Это хороший способ заработать деньги, покупая мелкую рыбу и разводя ее до тех пор, пока ее ценность не возрастет. Новорожденную рыбу также можно продать, чтобы получить еще больше денег. Если пренебречь рыбой, она перестанет расти и рожать, а в крайних случаях это приведет к ее смерти. Ну, в принципе, все понятно. Не ухаживаешь, не кормишь, все они помрут.
Так, следующее. Позаботьтесь о рыбках, купите им рыбий корм. Идем в магазин. Видимо, наверное, вот здесь. Ага, вот он, рыбий корм. За $20 баночка. Замечательно. Берем его в руку и сыпем в аквариум. Все насыпали. Надеюсь, рыбки его едят. Он не просто так куда-то исчез. Так, следующий шаг. Надо добиться, чтобы у рыбок были все их параметры в норме. Так, кладем банку обратно на комод. И надо проверить, что там со статами у рыбок. Так, ну голод нормально. Температуру надо поднять. И декорации добавить. Все. Так. Температуру. Сейчас поднимем. Думаю, 22 градуса им должно хватить. Так, где там рыбки? О. А, у растений, смотрите, тоже требования по температуре есть, оказывается. Вот, да. У этой температура в норме диапазон. Тут тоже не достигает. Нужно еще добавить температурки. Так, сейчас добавим пару градусов или один. Думаю, пара. Не, один. Если что, еще поднимем. Сейчас нагреется вода и проверим, что там с рыбками. Так, для рыбок температура в норме, растения в норме. Нужно декорации докинуть. Так. Декорации. Что у нас есть на выбор? Кусок деревяшки. Ветки такие. Бонсай. А, бонсай недоступен. Жаль, я хотел бы посмотреть. А, ну вот такая коряга есть. Купим маленькую. Что у нас тут еще? Камни. Ну, выберем какой-нибудь камушек. Так, это недоступно. Ну, пусть будет вот этот. Камень за $9. Так, берем корягу. И вот в это место, думаю, положим. Пусть будет. Так, чуть-чуть в сторону. Да, вот плохо, что нельзя как-то приблизить экран, чтобы поточнее увидеть, куда ты ее ставишь. Так, теперь камень. Ну, камень куда-нибудь туда спрячу. Подальше. Вот. Он в ямку как раз попал. Идеально встал. Теперь надо проверить, что там с рыбками. Удовлетворяют их декорации или нет. Так. Нет, не хватает. Как минимум, наверное, еще 2 надо купить. Так, что мы тогда купим? Еще какой-нибудь камень такой стоячий. 1. И лежачий 1. Ну, еще, наверное, вон ту веточку. Так, все, теперь сейчас это поставим в аквариум. Камень где-нибудь посередине среди зарослей. Так, а вот этот камушек, ну, тоже так, пусть груда камней будет. Так, осталась где моя веточка? А вот она спряталась. Берем ветку и сейчас тоже куда-нибудь ее пристроим. Так, между камней не хочет вставать. Так, можно еще угол наклона менять тоже. Правда, это особо сильно не помогает. Ну вот пусть вот так стоит, наверное. Нет, поменяем немного. Вот я хотел прям, чтобы между камней встало, но не хочет. Ладно, пусть так лежит. Так, проверяем параметры снова. Так, все в порядке. А, кроме голода, надо покормить осталось. Насыпем побольше корма сейчас. Так, сыпем. Раз. И сейчас еще разок. Так, теперь рыбы готовы к размножению. Подождите немного.
И появятся новые рыбки. Так. Что у нас дальше? А, теперь надо... А, вот у меня 3 рыбы, можно одну продать. Сейчас посмотрим, какую из них побольше выбрать размером. Сейчас только... Вот, попал. А, в принципе, они все по одной цене. $13. Так, что у нас тут? Ага, чего-то не хватает. Нужно задний фон поставить. Так. Покупаем задний фон. Ну, вариантов тут, конечно, не очень много. Так, возьмем тогда вот такой. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот он наш фон. Так. Сейчас я его поставлю. Оп. Я его поставил не туда, куда мне хотелось. А снять его нельзя уже? Да, похоже, он приклеивается намертво, что его снять уже невозможно. Неудачно его приклеил. Ну ладно. Так, надо купить еще один фон на другую стенку. Ну, сейчас сделаем тогда вон на ту, где фильтр висит. Я так думаю. Да, жалко, все-таки снять нельзя. А то получилось по-дурацки. Так, надо, оказывается, вот с той стороны, куда фон клеишь, что стой и подходить. Ну, кто же знал-то. Так. Ну, в принципе, выглядит уже ничего так. Так, купим еще одну декорацию. Денег у меня осталось всего $92. Не так уж и много. Так, 55 стоит. Возьму, наверное, вот эту колонну маленькую. $40. Ну да, она прям крошечная. Ну, поставлю куда-нибудь в уголок. Так, ставься давай. Ладно, упала. Ничего страшного. Так, теперь что еще надо сделать? Возьмите декорацию и воткните ее в задний фон. Для уникальной композиции. Что это? Ну, уникальной композицией это сложно назвать. Торчащая ветка из стекла. Ну да ладно. Выполнили. Так, теперь купите скребок, чтобы снять задний фон. А вот раньше не могли мне это задание дать соскрести? А то я думал, нельзя уже снять этот фон, который я не туда приклеил. Так, вот он скребок. Сейчас скребем фон, который мы приклеили не в ту сторону. Все. О, деньги даже вернули за снятый фон. Неплохо. Так, что у нас? Мы можем все еще улучшить наш аквариум. Надо купить лампу. Так, скребок. Что ты не кладешься-то на комод? Никак не хочет. Ладно. Пусть валяется. Так, покупаем лампу для освещения. Посмотрим, как это изменит внешний вид аквариума. Так, только теперь еще проблема ее тоже поставить туда, куда нам это надо. Я хочу вот на ту стенку. Ну что ж такое-то? Вот, вроде посередине. Все. Так, теперь надо ее включить. Ага. Что у нас тут? Можно выбрать цвет освещения. Поставим, наверное, пусть будет белый свет. Так, и теперь мощность. Думаю, 25 хватит, чтобы было не слишком ярко. О, сразу внешний вид прям изменился. Более отчетливо видны цвета растений, сами рыбки. Ой, сколько у меня рыбок-то наплодилось, оказывается. За $16 можно продать.
Ну да, еще одну рыбку. 13. Отлично. Так, можно передвигать декорации аквариума. Так, выбери одну и выкинь в мусорный ящик. А где он? А, вот она, мусорная корзина. Кидаем, да. Денег нам за это не вернули. Что очень печально. За фон вернули, а за декорацию, которая вроде целая, нет. Так, время посмотреть на аквариум поближе, да? Ага, это типа фоторежим. Так, подвинемся сюда. Найди подходящее место. Блин, щелкнул случайно на растение. Теперь надо обратно воткнуть его. Что, в общем-то, сложно теперь попасть, так как декорация мешает. О, во, нашел место. Так, нужно выбрать хорошее место для снимка. Сейчас немного пониже сделаем ракурс. А вот можно сделать выше, ниже. Отлично. И приблизим немного. Ну, вроде неплохо. Вот единственное, что вот этот белый фон, выделенный от растения, будет тоже виден, наверное, на скриншоте. Плохо, что нельзя как-то его убрать. Так, ладно. Пусть будет фото. Все, получили мы за это 150 долларов за выполнение задания. Закрываем. Так, надо выйти из режима фотографии. Так, поздравляем. Так, отец пришел. Молодец, сынок, твой первый аквариум готов. Пришло время столкнуться с настоящим испытанием. У меня проблема с аквариумом в гостиной. Позаботишься о нем? Конечно, я дам тебе деньги на покупку необходимых вещей, и ты заработаешь свои первые деньги. Хорошее же предложение. Да чё бы не отказаться-то. Потренироваться на новом аквариуме и заработать. Так, идите за своим отцом в гостиную. Какой нехилый домина. Угу, так. Да, очень такой неплохой домик. Мне бы так жить. Так, вот мы в гостиной. Так, я думаю, что сделал что-то не так, и вся рыба умерла, и появились водоросли. Я не думаю, что у меня все хорошо получается. Не мог ли бы ты помочь мне исправить это? Я бы хотел иметь морских рыбок, желательно морских коньков и паракантурус хепатус. Возьми немного наличных на необходимые покупки. Если тебе удастся меня удивить, ты получишь первую зарплату. Так, ну что ж, приступим к работе. Нам нужно купить сачок и выловить всех мертвых рыбок. Так, вот он сачок. Покупаем. И... Так, где он у нас? Ага, вот он. Теперь на этом комоде. И вылавливаем рыбок. Так, мертвую рыбку надо либо в туалет смыть, либо в урну. Я не вижу здесь туалета. А вот корзина мусорная. Значит, сюда. Я же, когда у меня в аквариуме рыбки погибают от старости, у меня для этого есть живой утилизатор. Кто с удовольствием съест. Так, а пока мы чистим дальше. Так, еще одна. Жалко, нельзя сразу всех собрать в один сачок и все. А не ходить так по 100 раз. Это же все-таки не громадная килограммовая рыбина, а маленькая рыбешка. Все, теперь нужно взять мочалку и протереть все стекла, да, от водорослей. А, ну вот здесь вот эта щетка такая. Угу. Так. Она тоже вот тут лежит. Такая модная щетка. Я пользуюсь обычной губкой. Так, протираем. Так, вытираем все
Забавно, что вид изнутри аквариума, как будто я в него сел и протираю изнутри. Очень интересно. Так, вытираем все стекло от этой зелени. Так, одна панель готова. Вторую. Да. Вид такой, как видит рыбка в аквариуме, да? Так, теперь надо заднюю стенку еще и боковую, да? Так, вытираем эту. Так. И последнее, да, движение. Все, давай. Вот. Проблема больших аквариумов, их очень долго чистить. По себе знаю. Так, все, вытираем. Так, готово. Теперь нужно достать грязный фильтр и помыть его, ага, в воде из-под крана. Все, забираем его. Ага, вот на кухне кран. И моем под струей воды. Так, единственное, я не совсем пойму, он моется или нет. Вроде бы кружок должен заполняться по мере выполнения. Но судя по фильтру, грязь вроде бы уходит. Да, он чистый. Вот мне интересно, это был баг с индикатором или нет? Или так и должно быть? Так, все поставили. Теперь моем нагреватель воды. Таким же образом. Да, зелень пропадает потихоньку. Все, чисто. И еще остался термометр. На самом деле помыть все гораздо проще руками. Это все гораздо быстрее. Так, все, отмыли. Можно вешать обратно на стеночку. Следующее. Так, нужно купить шланг. Шланг. Вот он. Зеленый. А, это понятно. Теперь мы будем сейчас откачивать воду из аквариума. Так, покупаем его. Надо его взять. Так, и установить в аквариум. Все, готово. Так, теперь нужно купить ведро, чтобы было куда сливать. Так, вот в этой вкладке. Ага, вот ведро. $17 за ведро. Что же это за ведро такое? Так, устанавливаем под шланг и спускаем воду. Так, теперь надо это слить либо в туалет, либо в раковину. Ну, туалета я тут не вижу, поэтому буду сливать все в раковину. Как мне это все знакомо. Сам каждую неделю это делаю. Так, сливаем дальше. Ведро за ведром. Слили. Забавно, что наш NPC-шный отец так смотрит, не двигались. Так, еще одно ведерко и все. На этом закончим. Так, есть. Воду слили, теперь нужно что нам сделать? А, убрать шланг.
Шланг больше не понадобится. Кидаем его туда. Так, теперь нужно взять совок и убрать весь грунт. Так, совка у меня тут нет, поэтому надо купить опять новый. Так, берем совок и начинаем выгребать. Так, что-то я не туда нажал. Вот, выгребаем грунт старый. Правда, вот непонятно, куда мы его высыпаем-то. В невидимое другое измерение. Так, что у нас теперь? Нужен грунт. И как с маленьким нашим первым аквариумом, точно так же нужно заполнить грунтом. В этот раз возьмем белый. Пусть будет белый. И сейчас насыпем его. Так, совок. Вот теперь, кстати, правильно. Сыпем грунт, а потом будет вода. Так, что ты не сыпешь-то? Во. Подкинул. Еще, наверное, 2 совочка и хватит. Да, еще один. Музыка такая расслабляющая, успокаивающая. Кому нравится джаз или это блюз? Я точно не знаю просто. Так, теперь нужно набрать воды в ведро и наполнить аквариум. Да. Это и в реальности очень занимательный процесс. Жалко только тяжело каждый раз таскать воду. Так. И ведро за ведром наполняем аквариум. Еще одно ведро, думаю, и будет достаточно. А то я уже устал бегать с ведром. Так, заливаем последнее ведерко. Все, наконец-то. Теперь нужно добавить соли, чтобы изменить тип воды в аквариуме. Чтобы типа была морская вода. Вот, морская соль. Покупаем мешок и засыпаем его туда. Уверены? Да, конечно, уверен. Мне же нужно морских жителей поселить. Так, соль мы насыпали. Теперь можно посмотреть задание. Установите 2 лампы, включите нагреватель, включите фильтр, установите задний фон в аквариуме, купите вот этих Паракатурус хепатусов 3 штуки, 5 морских коньков, 6 растений, 9 декораций. Так, удостовериться, что животные в порядке. И сделать скриншот в подтверждении выполнения своего задания. Так, проверим тип воды. Морской. Объем 300 литров. Большой аквариум, в котором могут жить множество рыб. Стандартный размер дает классический аквариум. Ага. Так, ладно. Берем, включаем фильтр. Все, работает. Так, нагреватель для воды. Поставим пока 18 градусов, а потом уже будем ориентироваться, сколько там для животных нужно, для рыб. Так, температуру показывает. Все. Следующий шаг — купить 2 лампы. Вот лампа, 2 штуки. Купаем лампочки. Так, хочу поставить их вот так сзади, по обе стороны. Так, вот единственное, что, да, очень сложно поставить, как мне хочется. Все, готово. А вот эта лампа не с той стороны стоит. Так, опять надо немного заморочиться. Вот, попал. Все, ставим сюда. Отлично. Можно установить цвет белый.
Также поставлю пока 25. Дно теперь так белым подсвечено, прям ярко. Отлично. Все, готово. Так, следующим шагом будет задний фон. Так, выбираем магазин. И где у нас тут фоны? Так, для этого я лучше выберу просто черный фон. С белым цветом он будет более контрастировать, гораздо лучше выглядеть. Так, ставим ее на заднюю стенку. Все есть. Вот, теперь такой черный фон, и прям видно, грунт стало гораздо лучше. Так, следующий шаг, будем покупать растения. Здесь разнообразные растения есть, всякие водоросли, да? Вот водоросль морская. Возьмем эту. Это группа морских водорослей. А это что? Это тоже. Это все морские водоросли, просто они внешне немного различаются. Так, мне надо 9 штук, по-моему. Не, 6 штук. Вот купили. Теперь декорации. Ракушки, думаю, не буду. Лучше кораллы возьму. Так, вот такие красные мне нравятся. Название не могу прочитать нормально. Мантипора. Ну ладно. Возьмем их несколько штук. Потом вот таких возьмем. Елочек разноцветных. Так, вроде по количеству мне все хватает. Надо еще взять такую. И, наверное, еще елочку возьму. Все. Теперь надо все это установить в аквариум. Да, как я уже говорил, наверное, в полной версии будет гораздо больший набор растений, коралл, рыбок. Поэтому для тех, кто любит заниматься в игре дизайном, там, с расстановкой и всем подобным прочими вещами, в общем, для тех, кто перфекционист еще тоже, очень, думаю, подойдет. На несколько часов это вас точно займет. Так, ставим. Думаю, вот сюда, пожалуй. Так, сейчас это слишком близко. Подальше немного. Ну вот пусть вот так будет. Так, следующим вот этот коралл. Его где-то вот здесь поставим, чтобы не все в одну кучку. А этот с этой стороны. Так, только надо приподнять его. Так, вот. Вроде бы удачно. Так, елочка наша. Ну, вот ее рядом с этим кораллом поставлю. Снова саксофон заиграл. Не знаю почему, но мне нравится. Звучит как. Так, вот эту елку. И вот эту еще куда-нибудь сейчас. Вот с этой стороны ее нет. Сейчас ее тоже поставим. Так, упала. Вот тоже поставить еще, чтобы не падала. Постараться надо в то место, куда ты хочешь. Не падай. Так, все, стоит. Теперь сажаем водоросли. Так, ставим вот сюда. Так, поставим. Так, секундочку. Похоже, они провалились куда-то в текстуру. Сейчас достанем и приподнимем их повыше. Вот сюда. Теперь лучше. Так, следующую воткнем вот ближе к заднему плану. Так, на заднем плане будут колыхаться одинокие водоросли.
Так, это сюда. Так вот, индикатор показывает, что растениям чего-то не хватает, но я так понимаю, что это, скорее всего, связано с температурой. Надо будет повыше прибавить. Так, все. Украсили как могли. Что у нас дальше? Так, теперь нужны рыбки, коньки. Так, где наша живность морская? Так, ищем хипатуса. А вот и хипатус. Знакомая рыбка, по мультику помню. Так, покупаем 3 штуки. Есть. А теперь ищем морских коньков. А, ну вот они, единственные. Желтые такие. Так, 5 штук. И купим поменьше. Все. И можно приступать к запуску их в аквариум. Болтых. Забавно выглядит, как такие маленькие коньки на таком фоне большого аквариума. Так. Не, ну выглядит прикольно. Интересно, кто-нибудь из вас содержит такие морские аквариумы? Или у кого-то есть пресноводные? Пишите в комментариях, как вы оцениваете эту игру-симуляцию аквариумиста. Так. Все. Так, теперь смотрим, что у нас по статам. Нужно прибавить температуру повыше. Сейчас посмотрим, как при 25 градусах им будет. Комфортно или нет. Водорослям уже точно комфортно. Так. Температуры еще недостаточно. Да, надо еще, похоже, поднять. Да. Догревается, но, похоже, еще недостаточно. Еще добавим. Сколько показывает? Так, 24 градуса. Так, это уже почти на верхнем пределе. А у коньков на нижнем пределе. Вот, значит, 26 градусов прям идеально подходит, чтобы жили и коньки, и вот эти хипатусы. Да, все довольны. Так, осталось сделать только скриншот. Так, значит, переходим в фоторежим. Сейчас делаем поближе немного к стеклу, прислонимся. И все, вот сейчас вот так. Сделаем скриншот. Браво, сынок! Мы можем гордиться таким красивым аквариумом в нашей гостиной. За хорошо выполненную работу полагается вознаграждение. Вот твои деньги. Я чувствую, что скоро ты станешь великим аквариумистом. Да, я тоже так чувствую, наверное. В другой жизни я им точно стану. Так, все, закончил. Так, кто это пришел? Пришла? О, какой красивый аквариум. Если ты такой талантливый, может быть, и мне поможешь? Кошка съела моих рыбок, и они выглядят плохо. Ну, еще бы они выглядели хорошо. Помоги мне, пожалуйста, я не знаю, как это исправить. Так, это и многие другие задания, приключения будут ждать вас в полной версии игры. У вас будет возможность построить выставку и огромный аквариум в океанариуме. Получите много денег, чтобы создать еще больше красивых аквариумов. Интересно, особенно с океанариумом. А вот, похоже, и аквариум в океанариуме. Судя по размерам, он действительно огромный, и это действительно будет очень интересное занятие, заполнить его декорациями, живностью и смотреть, как это все будет жить, поживать совместно. Как итог, хотел бы сказать, что демо-версия этой игры мне очень понравилась, и я бы в полную версию точно бы поиграл, потому что хотел бы сделать аквариум такой красивый, а потом, может быть, и свой аквариум, который у меня дома, превратил бы в такой же, который создал в игре. Если повезет, конечно. А как вам данная игра? Понравилась или нет?
Ставьте лайки, дизлайки, кто как считает нужным. Пишите комментарии со своим мнением. И спасибо за просмотр. Всем удачи. Увидимся в следующей серии.